Адриан жил в шумном мегаполисе и часто ездил в близлежащие горы, где ставил палатку и жил несколько дней в лесу, вдали от городской суеты. Кемпинг был для него не только развлечением, но и давал возможность провести время в одиночестве, расслабиться и восстановиться после напряженной работы. Но однажды случилось то, что навсегда изменило его жизнь. Сидя перед палаткой и разжигая костер, Адриан услышал шум. Какой-то скулящий, пронзительный, стонущий звук. Мужчина провел много времени в этих горах, но никогда не слышал ничего подобного. Он встал и медленно пошел в том направлении, откуда исходил плач. Деревья приглушали звуки, но, наконец, Адриан увидел то, что заставило его замереть. На земле лежали два крошечных тигренка. Им было всего несколько недель, и они выглядели ужасно беспомощными и беззащитными. Первой мыслью Адриана было взять их на руки и унести, но он знал, что у них должна быть мать. Возможно, она пошла за едой или скрывалась рядом. Чтобы избежать нападения, Адриан оставил детенышей там, где они были. Однако через несколько дней стало совершенно ясно, что тигрят никто не ищет. Матери не было, и малыши были предоставлены сами себе. Заметив, насколько они истощены, Адриан понял, что должен действовать. Он упаковал снаряжение, бережно подобрал плачущих тигрят и отправился домой. Там его встретила домашняя кошка по имени Принцесса. Она была красивой маленькой кошкой, которая уже не раз приносила котят, и Адриан любил ее всем сердцем. Когда принцесса увидела двух тигрят, ей сразу стало любопытно. Она переводила взгляд с малышей на хозяина, словно спрашивая, кто они такие. У Адриана не было времени на объяснение. Нужно было срочно накормить изголодавшихся животных. Принцесса внимательно смотрела за процессом, а затем сделала нечто удивительное. Она подошла к тигрятам и начала нежно с ними играть. Хотя они уже были одного размера с ней, кошка интуитивно поняла, что о них нужно позаботиться. В ней проснулся материнский инстинкт, и она взяла на себя роль их мамы. В течение следующих недель тигрята стали сильнее и здоровее. Принцесса неустанно заботилась о них, а огромные детеныши послушно следовали за ней, смирившись с ролью котят. Она вылизывала их и воспитывала. Со временем тигры стали стремительно расти. Они стали намного больше и сильнее принцессы, но она продолжала относиться к ним как к своим малышам. Если во время игр они становились слишком грубыми, кошка прибегала и властно разнимала их. Адриан не переставал удивляться, глядя, как крохотная кошечка доминирует над двумя хищниками. Но настал день, когда тигры стали слишком большими для жизни в доме. Они непреднамеренно портили вещи, а их кормление стоило Адриану целого состояния. С тяжелым сердцем он решил отвезти их в местный зоопарк, где недавно построили просторный вольер, имитирующий естественную среду. Попрощавшись, он оставил тигров в надежных руках специалистов и с тех пор ни разу не возвращался туда, не в силах вынести боль разлуки, которую разделяла и его загустившая кошка. Спустя годы принцесса постарела и тяжело заболела. Ее тело больше не могло бороться с недугами, и ветеринар посоветовал гуманно усыпить животное. Убитый горем Адриан согласился, но перед этим решил подарить своей любимице последнее удовольствие. Он посадил слабеющую принцессу в переноску и поехал в зоопарк. Подойдя к вольеру, он сразу узнал спасенных им тигров. Адриан неуверенно приблизился к стеклу, но звери лишь лениво посмотрели на него и отвернулись. Для них он стал таким же чужаком, как и тысячи других посетителей. Разочарованный мужчина осторожно достал больную кошку и показал ее хищникам. В ту же секунду произошло невероятное. Глаза огромных тигров загорелись, и они мощным прыжком бросились к стеклу. Они абсолютно ясно помнили ту, что вырастила и защищала их много лет назад. Кошка, несмотря на слабость, тоже мгновенно узнала своих приемных детей. Должно быть, сработал знакомый запах или глубокий инстинкт, который людям не дано понять. Принцесса, собрав последние силы, нежно терлась худеньким телом об окно, а грозные хищники по ту сторону барьера отчаянно пытались прижаться к своей маленькой маме. Эта пронзительная встреча растопила сердца всех свидетелей, доказав, что настоящая любовь навсегда остается любовью, стирая любые преграды и различия между видами.